Всем привет, друзья! Сегодня пеку лимонный тертый пирог. Этот пирог часто гость на нашем обыденном и праздничном столе. Готовится он очень просто и получается невероятно вкусный. Давайте готовить вместе. В глубокую миску добавляю 250 грамм мягкого сливочного масла. К маслу отправляю муку в количестве 475 грамм. Пакетик разрыхлителя. Пакетик ванильного сахара. В пакетике 8 грамм, разрыхлителя 16 грамм. 175 грамм сахара. Чайная ложка соли. Я использую розовую. Перетираю все в крошку. Сухие продукты должны хорошо соединиться. Вот получается такая крошечка. Теперь делаю углубление и добавляю 150 грамм сметаны. Сметана 24% жирности. Замешиваю тесто. Замешивать тесто долго не нужно. Собрали в комок, да и хватит месить. 1/3 часть, даже чуть больше, откладываю и отправляю в морозилку. Вот так вот можно аккуратненько собрать тесто. Мы его потом будем натирать на терке. Отправляю в пакетик. Герметично закрываю и в морозилку. Это тесто прикрываю сверху крышкой и отправляю в холодильник. Его в морозилку отправлять не нужно. И пока отдыхает тесто, подготовим начинку. Для начинки мне понадобится мякоть одного крупного апельсина. Если у вас апельсины мелкие, тогда возьмите 2. И здесь 4 лимончика. 2 сока лимона. Из 2 лимонов я выжала сок. И 2 лимончика порезала вот такими вот меленькими кусочками. Отправляю все в кастрюльку. В общей сложности здесь 350 грамм мякоти. Добавляю 2 пакетика ванильного пудинга. В каждом пакетике по 37 грамм. Все хорошо перемешиваю. Четыреста грамм сгущенного молока. Для баланса вкуса крема добавляю щедрую щепоточку соли. Продолжаю все перемешивать. Как только все соединилось, добавляю сюда 4 желтка. Желтки вмешались. Цедра одного крупного апельсина и также цедра 3 лимонов. Развожу все это 150 миллилитрами холодной воды. Ставлю на плиту. Всю эту массу нужно будет хорошенько заварить.
довести до кипения и после закипания на умеренной температуре проварить около 2 минут. Для приготовления этого крема рекомендую выбирать толстостенную посуду, так как крем имеет способность пригорать. Если крем ваш пригорит, то вкус его будет испорчен. Крем готовлю при постоянном помешивании. Как только пошли первые бульки, провариваем 2 минуты на умеренной температуре и отключаем плиту. Крем при остывании сверху очень быстро начинает подсыхать, поэтому его старайтесь периодически помешивать. Или накрыть пищевой пленкой в контакт с кремом очень плотно, чтобы пленочка прям вот прилегала к крему. Я буду просто периодически помешивать. И вот обратите внимание, мешанию рознь. Для того, чтобы крем на самом деле не подгорел, его мешать нужно не вот так вот просто, да, а именно ложкой плотно прикасаться вот к дну. Вот так. И тогда уж точно ничего у вас не подгорит. Вот видите, какое чистое донышко. Для формирования лимонного тертого пирога я подготовила круглую форму диаметром 28 сантиметров. Распределяю тесто. Если тесто немного вылезло с боков, его можно подровнять с помощью ножа. Укладываю начинку. Начинку распределяю равномерно по всему пирогу. Начинка распределена, отставляю пирог в сторонку. Теперь беру кусок подмороженного теста и натираю его на терке крупной стружкой. И вот теперь эту стружку распределяю по всей поверхности начинки. Вот так у меня получилось. Отправляю в духовку. Пирог готов. Посмотрите, какой он получился. Я его выпекала при температуре 175 градусов ровно 45 минут. Теперь пирогу нужно будет дать хорошо остыть. Готовность пирога обязательно проверяйте с помощью деревянной шпажки. Если шпажка выходит сухая, значит пирог готов. Тесто отлично пропеклось. Пирог остыл. Остуженный пирог сверху по желанию можно присыпать сахарной пудрой. И давайте я сейчас отрежу кусок, и вы посмотрите, какой пирог получился в разрезе. Посмотрите, сколько начинки в пироге. Она очень плотная, хорошо держится, не растекается.
Все отлично пропеклось. Тоненькое тесто, песочное, сверху хрустящее. Пирог ароматный, в меру сладкий. Очень-очень вкусный. Непременно попробуйте испечь и вы. На сегодня все. Всем пока и до следующих встреч в новом видео.